Всем привет, меня зовут Дима, я ваш гид по Израилю, и сегодня мы поговорим об очень интересном месте, которое называется Каср-эль-Ягуд, что переводится с арабского как «замок евреев». Каср-эль-Яуд называется так в честь арабского названия церкви Иоанна Крестителя, находящейся здесь. Своим видом она напоминает замок, отсюда слово «каср». Иуд с арабского «евреи» добавлено к названию вследствие традиции, которая гласит, что именно в этом месте евреи вошли в землю обетованную после долгих скитаний по пустыне. Таким образом и получилось это имя – замок евреев. Каср-эль-Яуд находится в нескольких километрах севернее того места, где река Иордан впадает в Мертвое море, на границе Израиля и Иордании, проходящей посередине русла реки. Традиция относит этому месту три библейских события: вхождение 12 колен Израилевых в землю обетованную, вознесение пророка Илии на небеса и крещение Иисуса Христа. Иоанн же удерживал его и говорил: «Мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» Но Иисус сказал ему в ответ: «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». И крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и се отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил как голубь и не спускался на него. И се, глас с небес глаголящий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». В Евангелии от Иоанна сказано, что Иисус крестился в Иордане в поселении Вифавара, на иврите Бейт-авара. Большинство ученых считают, что Вифавара находилась тут. Это подтверждают и наличие десятков церквей и монастырей в этом районе, давшее название этой местности – земля монастырей. Но на каком берегу она находилась, западном или восточном, это пока однозначно не установлено. В пользу восточного берега говорят найденные там руины византийских церквей, свидетельствующих о том, что это место почиталось уже в V веке нашей эры. А в пользу западного берега свидетельствует Мадобская карта, в которой местоположение Вифавары указано к западу от Иордана. Кроме желания установить истинное место крещения Христа, в этих спорах присутствует также политическая подоплека. Дело в том, что восточный берег Иордана принадлежит Иордании, тогда как западный управляется Израилем. За 2000 лет река Иордан неоднократно меняла свое русло, и установить точное ее местоположение во время Иисуса представляет собой весьма трудную задачу. Кроме этих двух мест возможного крещения, существует третье место, находящееся намного севернее, там, где Иордан вытекает из озера Кинерет. Это место называется Ярденит. Вследствие военных действий между Израилем и Иорданией и последующего военного положения, Каср-эль-Яуд был закрыт для паломников и туристов. В 1981 году Министерство туризма Израиля принимает решение открыть альтернативный центр крещения, где до сегодняшнего дня происходит символический обряд крещения верующих греческой православной церкви и католиков. 50 человек из сыновей пророческих пошли и стали вдали напротив их, а они оба стояли у Иордана. И взял Илия милость свою, и свернул и ударил ею по воде, и расступилась она туда и сюда, и перешли оба посуху. Когда они шли и дорогой разговаривали, вдруг явилась колесница огненная и кони огненные, и разлучили их обоих, и понесся Илия в вихре на небо. Традиция приписывает этому месту вознесение пророка Илии, как говорится в Писании. На Иорданском берегу находится холм святого Илии, и считается, что именно оттуда он вознесся на небеса. Итак, когда народ двинулся от своих шатров, чтобы перейти Иордан, и священники понесли ковчег завета пред народом, и народ переходил против Иерихона. Священники, же несшие ковчег завета Господнего, стояли на суше среди Иордана твердою ногою. Все сыны Израилевы переходили по суше, доколе весь народ не перешел через Иордан. Это первое упоминание в Писаниях этого места. Оно связано с вхождением евреев в землю обетованную. И это же событие дало второе слово в названии самого места – Иуд, в переводе с арабского – евреи. С 2011 года открыт свободный доступ к Каср-эль-Яуд. Это место находится под ведомством Управления природы и парков Израиля, и вход в него абсолютно бесплатный, что привлекает сюда десятки тысяч паломников ежегодно, особенно в праздник Крещения, который отмечают в январе. На сегодня все. Если вам понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Обещаю рассказать еще немало интересного. В описании видео я оставил свои контакты. Всем пока!